Я прямо чувствую, что сейчас будет очень много вопросов. То вы показываете, что вы не поливаете орхидею после посадки, то сажаете в влажный керамзит, то сажаете с мокрыми корнями. Как же разобраться, когда нужно поливать сразу после посадки, когда нет? Некоторые нюансы я сейчас постараюсь вам рассказать. Сёма, у нас пересадка. Ага, Юля пришел. Стол занят. Добрый день, друзья. Действительно, у нас сегодня пересадка. Вот такой орхидеи. И вот ее название. Но сначала покажу вам орхидею, которую пересадила в апреле. И эту пересадку я вам показывала. Ссылку на видео оставлю в правом верхнем углу экрана. Сейчас хотела показать, как эта орхидея себя чувствует. Помните, у нее все корни росли вверх, причем очень длинные. Эти все длинные корни я поместила в горшок, но она очень активна. Посмотрите, как интересно. Все равно растут у этой орхидеи корни вверх. Так ей хочется жить. Это крупная орхидея, красная роза. Будем ждать ее цветения. Орхидея Каледа приобретена вместе с орхидеей Красная роза. И приобретена в декабре, когда к нам на выставку предновогоднюю приезжала Александра Красина. Обе орхидеи уценки. И вот теперь пришла очередь этой орхидеи. Посмотрите, какие корни. А корней не было у нее вообще. И было всего 2 листика. 2 новых листика. Прекрасные корни. Делаем пересадку. Ссылку на первый показ этих орхидей после покупки я тоже оставлю в правом верхнем углу экрана. Извлекаем орхидею из пластикового стакана. Даже к пластику корешки прирастают, поэтому все делаем очень аккуратно. И после извлечения можно даже сказать, любуемся корнями. Вот они, красавчики. Активно растущие корни. Сейчас посмотрим, что же там у нас внутри махового стакана. Ну, как видим, внутри корней-то и нет. Ну, впрочем, наверное, как и не было. Нет, были, вот они. Вот они, эти старые корни, которые пропали. Но орхидея активно, очень активно наращивает новые, здоровые, длинные, молодые корни. Убираю весь мох. И, конечно, отрезаю старые сгнившие корни.
Есть очень маленькие корешки, видимо, она их начала растить, но по каким-то своим неизвестным нам причинам не стала их дальше растить и увлеклась выращиванием совершенно других корней. Ну, орхидеи так бывает. Что-то не получается с одним корнем, она сразу выпускает следующий, заменяет старые корни на новые. Ну и вот так все. Все великолепно. По какому принципу я выбираю, в какой грунт посадить орхидею? Ну, наверное, все это приходит только с опытом. Вот эту орхидею я посажу в керамзит. Хотя стараюсь маленькие, вот именно маленькие орхидеи, которые я получаю в размере 1,7. 1,7 это размер стаканчика, в которые посажены орхидеи, в дюймах. И орхидеи там действительно маленькие. И вот эти маленькие орхидеи требуют большей влажности. А здесь орхидея будет крупная, растет она очень активно. Корни растущие великолепные, даже крупные пошли расти корни от шеи. Поэтому пересадка будет в керамзит. Единственное, что подбираю горшок по размеру корней. Этот горшок размером 1,6 литра. Так, меряем. А этот горшок литр. Конечно, в литровом горшке она как-то выглядит лучше. Мне кажется, что она быстро перерастет его, потому что орхидея в активном росте. И вот здесь корни будут чувствовать себя отлично. Не буду промывать и покажу, что сразу после посадки можно полить орхидею. Но это в том случае, если я сажаю с сухими корнями. И, наверное, вы обратили внимание, что когда я разбирала орхидею, я ни одного корня не поранила. Все было так легко и просто, что все корешки целые. Мне хотелось бы ее поставить, во-первых, по центру горшка, а во-вторых, ровно в посадке и чуть глубже. Но постоянные зрители знают, почему я глубоко сажаю в горшок орхидею. Для того, чтобы когда орхидея будет расти, а вот этот листик, сейчас неудобно, сейчас секунду, вот этот листик желтеет, и очень скоро орхидея заберет из него питательные вещества, и он отсохнет. Орхидея-то растет вверх, и вот когда она растет, она сбрасывает листья, выпускает новые воздушные корни, и тогда можно подсыпать грунт, ну, чтобы не было вот этого длинного сухого ствола, который торчит над грунтом. Поэтому чуть глубже, с расчетом на рост орхидеи. И керамзит у меня, ну, по крайней мере, сверху коробки тоже сухой, не влажный. Это для того, чтобы керамзит как можно ровнее распределился в горшке. Постучала по горшку. Корни стараюсь прикрыть керамзитом, а само основание орхидеи должно остаться на поверхности грунта, чтобы был доступ воздуха. Вот так. И корни, и керамзит сухие, поэтому сразу можно сделать полив орхидеи. Для полива орхидеи пользуюсь теплой водой.
от 28 до 32 градусов. И так как у меня все горшки двойные, я наливаю воду в горшок. Вода поднимается, я в горшке, я за этим слежу. И наливаю воду на 2-3 сантиметра ниже уровня грунта. И вот я прямо предвижу все ваши вопросы, наверное. Я на это надеюсь. Я прямо чувствую, что сейчас будет очень много вопросов. То вы показываете, что вы не поливаете орхидею после посадки, то сажаете в влажный керамзит, то сажаете с мокрыми корнями. Как же это все разобраться? Когда нужно поливать сразу после посадки, когда нет? Если вы любите и будете долго заниматься орхидеями, вы это все сами поймете. Но некоторые нюансы я сейчас постараюсь вам рассказать. Когда пересадка во влажный керамзит с мокрыми корнями, конечно, нужно дождаться, пока корни станут серебристые, и только после этого делать первый полив. Когда посадка, вот как сейчас, и корни сухие, и керамзит сухой, но вы точно знаете, что где-то вы поранили хотя бы один корешок. Вот для того, чтобы орхидея залечила эту рану, полив мы делаем через 2 дня. За это время с орхидеей ничего не случится. Не надо думать, что орхидея безумно сейчас хочет воды после пересадки. Нет, орхидеи значительно лучше выдерживают сухой период, нежели длительный период с мокрыми влажными корнями. Вот так устроены орхидеи. Вот этих нюансов, их очень много. И только приобретая свой опыт, вы разберетесь, когда надо поливать орхидею, когда стоит пару-тройку дней подождать, а потом только сделать полив. Это все приходит с опытом. Но маленькие хитрости есть всегда. Вот так орхидея сейчас постоит полчаса с водой, потом я воду всю вылью, поставлю ее на прежнее место, и следующий полив только тогда, когда просохнут корни. И потом буду чередовать поливы. Один полив водой, другой полив с удобрением. Нужно же дать возможность расти, а только из удобрения и даже не из коры, как многие думают, орхидея получает питательные вещества, нужные ей для роста и развития. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.